Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре у нас премиум линкор 5 уровня Рио-де-Жанейро, который Великобритания строила для ВМС Бразилии. Но в нашей игре Рио-де-Жанейро находится в ветке Панамерики. И несмотря на премиум статус, он доступен каждому в Адмиралтействе за жетоны Панамерики. Давайте разберемся, стоит ли этот линкор внимания и кому он будет интересен. Начнем мы со статистики по всем линкорам 5 уровня за последние 28 дней. И здесь линкор готов порадовать процентом побед ощутимо выше 50, а также уверенно занимает средние позиции по опыту, нанесенному урону и количеству потопленных кораблей. Цифры немного отличаются на европейских серверах и в РУ-регионе, но в целом линкор занимает схожие позиции в рейтингах эффективности. Мы же сконцентрируем внимание на сильных и слабых сторонах линкора. Для этого разберем характеристики, а также особенности игры на нем. Рассмотрим перки командира, обсудим модернизации и сигналы, с которыми я играл. Линкор имеет внушительное количество очков боеспособности 48 400 и ощутимо уступает лишь Конго и Петру Великому. Нужно отметить откровенно слабую противоторпедную защиту линкора 14%. Но Рио-де-Жанейро имеет одно из лучших бронирований для класса. К примеру, толщина бронепояса каземата достигает 229 мм, а цитадель утоплена и не торчит из воды. И такое бронирование вполне способно защитить нас от залпов бронебойных и полубронебойных при своевременной постановке ромба. Но в бортовую проекцию бронебойные и полубронебойные снаряды все же будут наносить урон. Бронирование носовой обшивки 19 мм, но частично эта область имеет скрытое дополнительное бронирование. Бронирование палубы в носовой и кормовой части 19 мм, но большая центральная ее часть имеет бронирование 38 мм, которое защитит линкор от фугасов орудий с малым калибром. И конечно, как и все корабли в игре, Рио-де-Жанейро имеет ослабленные надстройки с толщиной бронирования всего 13 мм, которые будут охотно впитывать урон, в том числе и фугасный. Рио-де-Жанейро имеет среднюю маскировку на уровне. Прокачав перки капитану, получим 12,9 км заметность кораблей и 9,5 км самолетов. И такая маскировка часто не позволит отсветиться. Рио-де-Жанейро имеет базовую максимальную скорость хода 22 узла, что делает линкор одним из самых медленных на уровне. Средний радиус циркуляции 670 метров и время перекладки рулей 13,4 секунды обеспечат линкору среднюю маневренность. Перейдем к орудиям. И именно главный калибр достоин уважения и заставляет многих полюбить этот линкор. Рио-де-Жанейро имеет рекордное количество орудий на уровне 14. Орудия расположены в 7 башнях и имеют минимальный на уровне калибр 305 мм. Базовая дальность ведения огня одна из самых низких, всего 16,1 км. Средняя на уровне скорость полета снарядов 831 метр в секунду для фугасов и бронебойных. Скорость поворота башен ниже средней, что потребуется учесть в перках капитана. Но здесь следует отметить, что 4 из 7 башен вращаются на 360 градусов и позволят непрерывно вести цель. Скорость перезарядки с учетом невероятного количества орудий хорошая 31 секунда. 14 орудий главного калибра имеют урон фугасных снарядов 5200 единиц и дают лучший на уровне вес залпа и ДПМ на фугасах. Вес залпа и ДПМ на бронебойных снарядах с уроном 8100 единиц
также лучший на уровне. И именно эти цифры говорят о том, что главный калибр способен разрывать своими залпами крейсера и позволит доминировать в перестрелках с одноклассниками. Хорошая точность орудий делает главный калибр линкора одним из самых опасных на уровне. Фугасные снаряды имеют хорошее бронепробитие 76 мм и хороший шанс пожара 32%, в силу чего будет выгодно комбинировать бронебойные и фугасные снаряды. Противоминный калибр линкора, казалось бы, имеет внушительное количество орудий: 18 с калибром 152 мм и 10 с калибром 76 мм и бронепробитием 25 и 13 мм. Но невысокая дальность всего 4,3 км не позволит ПМК вносить ощутимый вклад в копилку урона. Торпедное вооружение у линкора отсутствует. Следует отметить наличие авиаудара с дальностью сброса 6 км. Потенциал урона авиаудара крайне невысок. Максимальный урон бомб стандартный для класса на уровне 3400 единиц. К сбросу готовы всего одно звено с одним самолетом. Причем на самолете всего одна бомба. И этого, конечно, не хватит, чтобы потопить вражескую подводную лодку. Нужно отметить полное отсутствие ПВО, а в связке с низкой скоростью это делает Рио-де-Жанейро очень вкусной целью для авианосцев. Несмотря на то, что Рио-де-Жанейро имеет премиум статус, командира нужно будет прокачивать с нуля, так как ветки линкоров Панамерики в нашей игре еще нет. И для эффективной игры командиру желательно иметь минимум 10 очков опыта. Очки умений в первую очередь лучше потратить на следующие перки командира. Первый перк, заряжающий, позволит своевременно использовать оптимальный тип снарядов. Второй перк, наводчик, улучшит невысокую скорость поворота башен. Третий перк, отчаянный. Линкор в силу низкой скорости и не самой лучшей маскировки активно теряет боеспособность, чем невероятно разгоняет потенциал урона вооружений. Четвертый перк, мастер противопожарной подготовки, снизит вероятность возникновения пожаров на 10%, а также их максимальное количество. Изучение этих перков уже сделает игру на линкоре более приятной и эффективной. Дальше рекомендую к изучению следующие перки. Пятый перк, мастер маскировки, снизит заметность на 10% и повысит живучесть линкора. Шестой перк, мастер противоаварийных и ремонтных работ, увеличит количество снаряжений ремонтная команда, а также увеличит время работы снаряжения аварийная и ремонтная команда. Седьмой перк, основы борьбы за живучесть, ускорит ремонт модулей, тушение пожаров и устранение затоплений. На Рио-де-Жанейро я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усилит живучесть главного калибра, что повысит эффективность линкора. Второй слот – система борьбы за живучесть. Снизит вероятность возникновения пожаров и затоплений, что очень важно для линкора. Третий слот – система наведения. Повысит точность главного калибра и немного увеличит дальность и точность ПМК. Доступное снаряжение Рио-де-Жанейро. Несколько улучшенная аварийная команда, время работы которой 20 секунд, а не 10 или 15, как на некоторых других линкорах, и время перезарядки 80 секунд. И стандартная ремонтная команда, время работы 28 секунд и время перезарядки 80 секунд. Сигналы, которые я использую, перед вами сейчас на экране. Подводя итоги, следует сказать, что игру на Рио-де-Жанейро не получится назвать простой. Прежде всего, вам предстоит совладать с его недостатками, а именно низкой скоростью хода,
полным отсутствием ПВО, невысокой дальностью стрельбы орудий главного калибра, слабой противоторпедной защитой и не самой лучшей маскировкой. Но вместе с тем линкор имеет завидное количество очков боеспособности, одно из лучших на уровне бронирования, рекордное количество точных орудий главного калибра с хорошей скоростью перезарядки, чудовищным весом залпа и лучшим ДПМом как на бронебойных, так и на фугасах. Фугасы с хорошим уроном и высоким шансом пожара позволят не чувствовать линкор бесполезным в боях против 6 и 7 уровней. И именно реализация хорошего бронирования и чудовищного потенциала урона орудий главного калибра, на мой взгляд, должна лечь в основу игры на линкоре. Но для раскрытия потенциала Рио-де-Жанейро нужно выполнить следующие требования. Изучить основные предложенные перки командира. Продвигаясь в ордере под прикрытием ПВО союзников, линкор должен наносить урон и одновременно принимать основной удар главного калибра противника. А при возникновении угрозы своевременно уйти на отхил. Рио-де-Жанейро, как и любой корабль в игре, быстро уходит в порт, находясь под фокусом. Сосредоточить усилия на уничтожении бортоходов, чему способствует хорошее время перезарядки орудий, а для крейсеров часто хватит и одного залпа. Не игнорировать засвет вражеских эсминцев и подводных лодок и принимать активное участие в их уничтожении. Обязательно использовать сигнал Джульет Чарли, который полностью устраняет вероятность взрыва погреба боеприпасов. Кроме того, Рио-де-Жанейро способен подарить довольно яркий геймплей в случае правильного выбора места и времени, как для натиска, так и своевременного отхода. И, к сожалению, это чувство правильного тайминга приходит только с опытом. Всем мира и добра, и до новых встреч в следующих видео.